running down the street, running. I know you got me wrapped, little fingers so. Сегодня мы вяжем узор спицами, он называется «Золотая цепочка». Для вязания нам необходимо набрать четное количество петель. В высоту узор составляет 4 ряда. Вяжется он очень просто и быстро. Для образца я наберу 12 петель. Обычным способом вы набираете необходимое количество вам петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Узор начинаем вязать с первого ряда. Первую кромочную я, как всегда, провяжу лицевой петлей. И первый ряд все петли вяжем лицевой петлей. Все петли лицевой за правую стенку. Лицевой до конца ряда. Кромочную я вяжу изнаночной. Второй ряд тоже очень простой. Все петли изнаночными до конца ряда. За правую стенку все петли изнаночные до конца ряда. Третий ряд. Кромочную снимаем. Сейчас переводим рабочую нить перед работой. Вот она перед работой. Первую петлю, вот она, лицевая. Мы снимаем, переснимаем на правую спицу, как она лежит. Нить перед работой скинули. И следующую петлю мы вяжем изнаночной за правую стенку, то есть в моем случае за заднюю. Снова переснимаем петлю на правую спицу, нить перед работой. Следующая изнаночная за правую стенку. Пересняли, изнаночная за правую стенку. То есть такая как бы цепочка получается. И повторяем до конца ряда. Пересняли петлю, нить перед работой. Следующая изнаночная за правую стенку. Пересняли, изнаночная за правую стенку и кромочная изнаночная. Вот что у нас получилось. И четвертый ряд. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая за правую стенку, изнаночная за правую стенку. Лицевая за правую стенку, изнаночная за правую стенку. До конца ряда. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная и кромочная изнаночная. Вот и весь раппорт нашего узора. Узор получается быстро. И давайте повторим узор снова. Один ряд все петли лицевые за правые стенки. Первый ряд лицевые до конца ряда за правые стенки. Кромочная изнаночная. Второй ряд все петли изнаночные. Также до конца ряда. Кромочная также изнаночная. Готово. Третий ряд. Кромочную сняли. Переводим рабочую нить перед работой. Вот она.
Первую петлю мы переснимаем на правую спицу, нить перед работой, изнаночная за правую стенку. Петлю пересняли, нить перед работой, изнаночная за правую стенку. Пересняли, изнаночная, пересняли, изнаночная, пересняли, изнаночная, кромочная, изнаночная. И последний ряд вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная за правую стенку. Лицевая, лицевая, изнаночная за правую стенку. Кромочная, изнаночная. Думаю, вы уже обратили внимание, что узор вяжется очень просто и быстро, запоминается также очень просто. Небольшой рельеф при вязании этого узора есть. Узор получается плотненький и очень оригинальный. Отличный базовый узор. Таким узором можно связать все, что угодно, все, что вам понравится. И кофточки, джемперы, кардиганы очень эффектно будет смотреться, особенно из толстой пряжи. Таким узором также можно связать шапочку. Несмотря на то, что вот как бы вот эта вот сдерживающая нить есть, узор достаточно эластичный. Хорошо достаточно тянется. Обязательно обратите внимание на этот узор. Если этот узор вам понравился, обязательно поставьте пальчик вверх на это видео, мне будет очень приятно. И подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых интересных видео. Пока-пока.